Так, ну я приветствую, короче, всех своих зрителей. Так. И я продолжаю прохождение игры Greedfall. Игра новая, как я уже говорил в первом видео, вышла 10 сентября. Вот, и довольно такой, ну, можно сказать, необычный сеттинг, потому что в таком сеттинге, ну, не знаю, разве что корсары выходили. Но сделаны корсары, естественно, были не на таком уровне, как эта игра. Так, ну и выполняю квест определенный, да, какой-то. Так, а квест вот сверху вот это вот круглая такая вот звездочка, а вот познакомиться с капитаном Васко. Че бегает? Пускай идет. Нормально, что пошел, а то что будет бегать по улице. Ну вот, обращаю опять же внимание, с какой, в принципе, детальностью все это выполнено. Шарпанные двери, потертые улицы, грязные. Так, пока что вроде, судя по компасу, я иду в правильном направлении. Так, ну-ка, что здесь такое? Читать нельзя, да? Вот здесь оружие продается. Но у меня еще, думаю, денег-то всего сколько мне там. 4 золотых. Ну, нет, ничего. В лавке делать нечего. Так, там кто-то стоит, я думаю, что это на какой-нибудь бандюган какой-то. О. То есть здесь, да? Ну ладно. Можно, конечно, попробовать. Так, зелье. Надо вот вырубить от этого. Блин, вот этого вот нужно как-то вырубить. Начало. И все, и убили. Вот здесь вообще убивают очень быстро герои. Эх. Особенно в начале. Опять он бегает. Так, ты идешь? Иди. Сейчас мы пойдем разберемся с этими засранцами. Торговец мертв. Говорит. Ну что-то я, смотри, я куда я, туда она. Я что, дура, что ли, какая-то? Слепая не имеет, куда идет курица. Так, надо посмотреть, что же у меня тут есть. У меня есть стилет. Рапира, она получше. И сабля. Я, конечно, возьму тогда. Мне тоже выбран. Вообще прекрасно. Так, огнестрельное у меня есть. Огнестрельное оружие 297.
Ну что же. Погнали. Так, где ты? Как тебя зовут-то, блин, забыл уже. Ладно, придется. Значит так. Сохраняемся здесь. Я зацепился за это дело. Ну что, ребята, потанцуем. Блин, еще не стреляет-то. Ай! Блин. Ну все. Ну, это какое-то жилье. Я же нажимал стрелять, он не стреляет. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Там, в принципе, можно с другой стороны обойти, но там тоже получается. Нет, надо прокинуть их. Когда прокину. Ай. А что это, куда-то вы побежали? Ну-ка. Камера еще повернется. А что не стреляет-то, я не понял. Вот же я выбрал. Блин. Ну все, рядом с крысами здесь. Валяется. Да, недалеко ушел. С первой же стычки. Да, блин. Что-то у меня как-то не очень получается. Ну, потому что вот этот какой-то он, блин, вообще никакой. И почему-то он у меня не стреляет из пистолетов. Вот это хотел бы знать. Он вроде может стрелять. И вроде не стреляет. И у него кортик, что ли? Я вроде шпагу выбирал. Чё? Что за хрень такая? Предмет уже выбран. Сюда как-то холодное оружие. Почему он вытаскивает этот кортик? Вообще написано, что нет снаряжения, а это что? Теперь есть.
попробуем с этой стороны. Одного убил. Одного-то я все-таки убил. Так, из пистолетика сейчас ему по нему. Баба. Дай я его. На, все, успокойся. Так. О, мы победили. Ха-ха. Круто. Шляпа разбойника, зелье здоровья, золотые монеты. Так, взять все, конечно же. Че, я зря тут возился, что ли? Золотые монеты. Немножко, конечно, всего 3. Какие-то неудачники какие-то. Золотая монета 6, сильное здоровье. Берем все. Так, подожди, здесь это... Вот раз, два. Там, по-моему, их больше было. Ага, вон еще валяется. Еще 3 монеты. Какие-то бедные бандиты какие-то. Так. А что-то неплохо так. Это как его? Мушкетом-то его. Бам, бам. Он еще падает. Так. Надо, короче, дойти до этого. До ласка до этого. Вот это красный еще кровь, что ли, или краска? Вот, кстати, еще ящичек. Нимфа чудовище, ягоды боярышника. Нам что-то копает. Ну, вот это можно почитать. Взять. Неумело написанная записка. Родственники богатея, который сам напросился на неприятности. Он у нас, и мы его убьем, если не получим большой выкуп. Тащите туго набитый кошель в переулок на юге, в квартале старых складов. Ну что-то встал, значит, и кашляет. Так. Ну вот, указатель показывает нам в эту сторону идти. Вот здесь бутылки рома или что-то. Или из-под рома. Портовый район. Все такое прямо обшарпанное, старое такое. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Спросите об обязанностях на острове. What will be your official title on Tier 3D? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor.
Nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Ладно, I need to be уходим. leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Так, ласка вот. А вот он. Вот и ласка. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Все, пиздец. There are some children we'd been best to Фарфору. refuse. Captain Vasco, And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. Now I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Уточнить, когда его увидели последний раз. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Значит, если у Юнги знакомые в Сирене. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Так. Спросить об исчезновении You Константина. haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Спросить о еретиках каких-то. Ладно. Be back soon, Captain. Так, значит. Выяснить, где Константин. Опять же, кстати, смотрите, вот какие здесь корабли. Просто громадные корабли. Даже вот на расстоянии это вот такой большой корабль просто. Ближе я даже не знаю. Может нам подойти ближе.
Ну вот. Просто огроменный корабль. Кстати. Что-то носится как... Так. Боеприпасы и там что-то золото. То есть, ну вот, просто громаднейший корабль такой. Мачты высокие, это, так сказать, на расстоянии еще. Отойди, а то встал там. Ладно, пойдем пока искать Константина и кого там еще, и Юнгу еще нужно, так сказать. Так. Прямо из города тут видны эти вот мачты, прямо круто. Не, игра, конечно, сделана просто... Ну, просто классная игра сделана. То есть тут, конечно, ничего не скажешь. Мастерская. Выяснить, где Константин. Дверь не открывается, где он? Но это указатель сюда показывает, либо нужно там обойти. А, там таверна, вон же. О, кстати, сундучок. 3 монеты золотых, стихийная ловушка. И боеприпасы. Нормально. Боеприпасы это для этого как для мушкета. Пули. Вот. Монетки золотые. Выполнение задания. В игре Greedfall, как правило, каждое задание можно выполнить несколькими способами. У Десарда всегда есть несколько вариантов действий. Пойти на хитрость, довериться интуиции, переубедить собеседника, подкупить его. Или создать нужные предметы в мастерской. Чтобы развить свои таланты, тратите очки или выбирайте снаряжение, дающие бонусы. Если враг оказался несговорчивым, его можно запугать или убить в бою. Ну, это очевидно, в принципе. 7 монет. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Спросим-ка о Константине. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. That's not a small sum. I need to think about my options.
Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. Так, Мариколя, Терфради. Ну, это, в принципе, I need to уже. be off. Farewell. Goodbye. Так, The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels. без металлических шкантов, а где тут шканты эти взять? Ну, это тоже здесь. Сырая железная руда. Угу. Ага, ага, понятно. Ключ от кладовой трактирщик. Золотые монеты, боеприпасы, цветы бурачника, старые укрепленные перчатки. Ну что, возьму все. Я так полагаю, трактирщик ведь не возражает. Так. Угу. А что-то он не берет это. А, нет, он берет. Так, письмо алхимика из Аль-Сада. Я очень опечален тем, что ваши надежды найти покой в Сирене не оправдались. После вашего отъезда Академия оказалась в удручающем состоянии. Ваши обвинители ведут себя так, словно законов для них не существует. И постоянно проводят сомнительные опыты. Мы ничего не можем сделать, лишь молчать и ждать. Искренне надеюсь, что ваши поиски увенчаются успехом, ваш друг. Ну да. Видимо, какие-то разборки с алхимиком. Так, что у нас тут? Вот тут сыры. Посуда. Так, что у нас тут? Две золотых монеты, ключ трактирщика. Шурупы и сырая железная руда. Возьму.
О, да, точно. Я думаю, мне пригодится. Locked. Locked. Вот, вышли прямо. Веселое место. Выяснить, где Константин. Неотправленное письмо. Надеюсь, когда ты вернешься из Альсада, тебе передадут это письмо. Если, конечно, еще кто-то останется в живых, я уже почти ничего не вижу и пишу с большим трудом. Прости, сынок. Твое наследство будет небольшим. Мародеры уже наверняка разгромили нашу книжную лавку. Надеюсь, спрятанную в доме шкатулку они не нашли. Береги себя, сынок. И если найдешь деньги, беги на этот чудесный остров, на котором, говорят, нет ни болезней, ни горя. Твой любящий отец. Ну, отец вот, так сказать, видимо, жизнь, конечно, прожил, но, видимо, не очень разбирается в жизни, потому что таких мест нету, где все так здорово и прекрасно. Так, что-то это не очень похоже на... Это... Интересно, а где этот книжный магазин? О, я не то что мародер, но... Так, да. Я отсюда вышел, сюда вот. Но почему бы и нет? Если все равно эти деньги в итоге прихапают те же самые мародеры. Так, ладно. Выяснить, где Константин. Опа. Ай. А, нужно... Правильно, мне же ничего не сказал. О, еще. Значит, нужно сначала... Эти... Интересно, где здесь кузнец какой-нибудь или что? Так. Я, честно говоря, не знаю, здесь вообще есть кузнец какой-нибудь? Где-то здесь я что-то вот видел, такая мастерская какая-то. Вот, кстати, ящичек. Ягода боярышника. Так. Вот это что такое, торговец? Блин. Что-то еще здесь такое есть.
Найти шарлатана. Договориться с продавцом. Так, еще. Ягода боярышник. Чё везде ягоды эти понапиханы? Вот еще. Сосновая самая и ягода боярышник. Везде. Чуть ли не буквально в каждой бочке затычка. Эти ягоды. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Ну вот. Мой спутник предлагает поговорить с этим, так сказать, алхимиком. Ну что же, на этом я это видео все, так сказать, закончу. Так что ставьте нравки, либо обратно, если не понравилось, оставляйте комментарии. Вот. Ну и все такое. В общем, всем пока. Всем до встречи в следующем видео.